Дневник капитана. Звездная дата 2К19. До сих пор на русском ютубе самым громким взрослым мультом является Масяня, которая уже успела родить сына и дочь. Рунет завален разноцветным бредом для младенцев и историями о детских травмах, но мы продолжаем поиски и живем надеждой о новом достойном проекте. Капитан, кажется, мы что-то засекли. Взгляните на экран. Новый супермульт. Про тех, кого ты так любишь и ненавидишь. Громкость на максимум. На максимум? Такого ты не ожидал. Калашников как бургер, мой Калашников как бургер, пря, Калашников как бургер. Вы должны досмотреть до конца. Калашников как бургер. Вот сука. Каждая попытка создать отечественный мульт с рейтингом выше 16+, это событие, которое пропускать не стоит, так что держу в курсе. В феврале 2019-го такое событие случилось. На русском ютубчике, на абсолютно пустом и анонимном канале внезапно появился вполне неплохо нарисованный мультсериал «Миссия Аврора». Хорошая картинка, отличный звук, но при этом тупейший сценарий, накрученные просмотры и максимально профуканный потенциал. Настя, давай где-нибудь спрячемся. Да, дорогой, сейчас мы спрячемся в нашей каюте. А может, ну его нафиг? Итак, концепция следующая. Легендарный крейсер «Аврора» ни с того ни с сего превращается в летающий корабль в форме двуглавого орла, похищает кучу людей вместе с мертвым телом Ленина и улетает в далекий космос. Такой крейсер есть! На этом, в общем-то, и все. Дальше сюжет никак развиваться не будет. Зато Ленин от происходящего на экране будет переворачиваться в гробу с такой скоростью, что вырабатываемой энергии хватило бы, чтобы реальный крейсер «Аврора» по-настоящему в космос запустить. Все оказавшиеся на корабле устраивают что-то типа королевской битвы за право быть капитаном. И тут мы обнаруживаем, что вместе с кучей рандомных людей на борт попала и куча рандомных отечественных селеб, с которыми весь хронометраж здесь будет происходить уморительный троллинг. Я приветствую вас, дорогие космонавты. И, как вы уже поняли, лишь я достоин быть капитаном этого корабля. Я приветствую вас, дорогие космонавты. И, как вы уже поняли, лишь я достоин быть капитаном этого корабля. Как его зовут? Женя Баженов. Да. И? Искусственный разум корабля заявляет, что капитан определится по отпечатку руки. На ней почему-то должно быть 6 пальцев. Блин, мне не хватает одного пальца. А ты хрен положи. Не могу поверить, вы тот самый автор дневников! Ха-ха, ну вы поняли, Бузова типа членодевка, ну смешно же. У Бузовой есть хрен, типа всем это известно, она ведь постоянно с ним ходит, размахивает им туда-сюда, ох уж это Бузова. Слушайте, может эта шутка просто слишком сложная, ее поймут только фанаты Бузовой? Я решил погуглить, может я плохо слежу за шоу-бизнесом и она поменяла пол? Нет. Может она выпустила лейс со вкусом хрена? Нет. Самое близкое, что удалось нагуглить, российское подразделение Бургер Кинг ради шумихи отправило Бузовой блюдо под названием «Большой хрен», когда та развелась с мужиком. 3 года назад! На ваших экранах плохие шутки. Ладно, хрен с этой Бузовой. Дальше появляется Гудков, у которого из спины вырастает шестипалая рука, идеально подходящая под отпечаток. Так что, собственно, он и становится капитаном. Да, сученьки, теперь всем понятно, кто тут батенька. Батенька, хам! Если вы думаете, что эта тема с третьей рукой как-то связана с действительностью или будет объяснена в сюжете, то, блин, вы прям как я. Ждали от этого мультика слишком многого. Зачастую главных героев отправляют бороздить вселенную тогда, когда уже совсем заканчиваются идеи для сюжетов, и за редким исключением это выглядит ужасно тупо, так как персонажи изначально не были предназначены для космических путешествий. Хотя «Три богатыря» в космосе я бы посмотрел, конечно. Эй, гадюки наземные, спустите меня на землю! Это будет что-то с чем-то в космосе. Совсем иначе дела обстоят с мультами, где действие уже изначально связано с космосом. Сложно зафейлить концепцию густонаселенной галактики, в которой дается полная свобода для
полета фантазии. Сколько причудливых форм жизни можно придумать, сколько законов физики можно нарушить. Мульты про космос — это всегда отсутствие рамок и веселый научно-фантастический абсурд. Чёртовы кольца! Я их и смывал, и даже взрывал! Футурама, Рик и Морти или новый Крайний космос — вот отличные примеры грамотных космических комедийных мультов. И миссия Аврора терпит полный крах в сравнении с любым из перечисленных. Конечно, сравнивать телевизионные мульты с ютубовской анимацией может немного неправильно, но Крайний космос, так же как и миссия Аврора, начинался с ютуба, и это вообще супер вдохновляющий пример, о котором вам обязательно нужно знать. Автор мульта Олан Роджерс, такой же обычный ютубер, как я, разрабатывал пилотный эпизод в районе 5 лет. Вкладывая личные деньги в такое весьма недешевое и трудозатратное дело, как анимация, он очень рисковал в итоге остаться по сути ни с чем. У Авроры мы видим совсем другую историю. Бабки есть и на нормальных аниматоров, и на нормальный звук, и на накрутку просмотров, задействована куча людей и ресурсов, но авторам проекта абсолютно насрать на итоговый результат, из-за чего на все это смотреть вдвойне обидно. Крайний космос теперь выходит на телевидении по всему миру. Неделю назад стартовал уже 2-й сезон, в том числе и в России, с официальной премьерой одновременно США на Кинопоиске. Всем максимально рекомендую к ознакомлению, тем более в переводе от Кубика в Кубе. Ссылочка вас ждет в описании. Да ну? Да, ну. Серьезно? Серьезно. Я и так уже к тебе прижался ближе некуда. На том же Кинопоиске, кстати, официально доступны и другие фильмы, сериалы и мульты, вроде тех же Рика и Морти в моей озвучке или 5-го сезона Самурая Джека, над организацией перевода которого я также работал. Прошло 50 лет, но я не старею. Мы заставили русский голос Спанч Боба сказать «пенис», прям как в оригинале. Надо же, какой урод! Похож на говорящий пенис. Перевод Евгений Спицын и Дмитрий Саендук. Подписка, само собой, платная, но у вас будет целых 30 бесплатных дней, чтобы опробовать сервис, да и еще много клевых бонусов от Яндекс.Плюс в придачу, включая доступ к Яндекс.Музыке, скидки на Яндекс.Такси и еще на много других сервисов. Переходите по ссылке и чекайте. А я продолжу разбирать миссию Аврора. Every time I move my arm, it costs the Cartoon Network $42. Look. 42. 84. Профессиональная анимация — вещь весьма недешевая, поэтому сразу возникают вопросы. Что это вообще было? Зачем? Почему? Для чего? Для кого? А главное, кто это сделал? Никакой информации. Список аниматоров: Танк, Дед Доест, Рыжая Няша. Звукорежиссер — тот, кого никто не видел. Режиссер — Гном Гномыч. Неужели авторам было настолько стыдно за это нечто, что они постеснялись оставлять в титрах свои настоящие имена? Все это добром не кончится. Вернемся к сюжету. Новоявленный капитан Гудков в радостном танце случайно ломает систему навигации корабля, и судно устремляется прямо к солнцу. В принципе, на этом мульт можно было и заканчивать. Но крейсер спасает пролетающая мимо космическая капсула с полудохлыми Белкой и Стрелкой на борту. Откуда эти собакины вообще взялись в космосе в 2019-м, если в далеком 60-м они благополучно вернулись на Землю? Ну, как откуда? Надо же ввести в мульт сетапчик для панчлайна с Паниным. Белка и Стрелка летят в солнце. Панин пускает слезу, потому что любит собак. Белку и Стрелку сбивает Оптимус Прайм. Оптимус рулит, сучки. Панин радуется. Что это было? На протяжении всех эпизодов, а особенно под конец, создается ощущение, что проект создавала сумасшедшая нейросеть, в которую загрузили русский YouTube. Потому что зацените это повествование. Одержимый Гнойный убивает Дудя. Потом Поперечный, Собчак и Скриптонит пытаются вызвать его дух, но к ним является призрак Чаки. И Поперечный занимается с ним сексом. Поплачь, это поможет. Я реально не понимаю логики в подборе персонажей. Михалков, Бэдкомедиан, Шнур, Ильич, Боярский, Зюганов, Жириновский, Дудь, Поперечный. Ведро воды, туды, охапку дров и мульт, готов. Вот зачем здесь Басков и Киркоров? Эти чуваки не вылезают из медийного поля уже 20 лет. На них уже было столько пародий, что они в итоге сейчас сами превратились в пародии на самих себя. Селебы сами над собой стебутся смешнее, чем это делает мультфильм. При этом сюжет эти двое никак не двигают и существуют здесь только для манерных гейских гэгов. И так тут со всеми персонажами. Козловский — козел и поехавший гей. Козел. Милонов — просто поехавший гей. Поперечный вообще гей-педофил, готовый трахнуть даже стрёмную куклу Чаки. Конечно, поиграем, малыш.
Дудь ненавидит женщин и поэтому, наверное, тоже гей. Я часть искусственного интеллекта корабля. Главное, что не баба, а то я их как-то не очень. Как вариант, мульт специально делали все хуже и хуже, чтобы им уже просто обрубили финансирование. Последний эпизод — это вообще просто набор тупых, не связанных между собой гэгов. Киркоров втирает Фейсу, как он нежно успокаивал напуганного Баскова. Басков говорит, что все было наоборот и шутит про молот Тора. Кричал, что не хочет умирать. Что еще молот? Представляете? Молот может быть только один. Тора! Потом на это реагирует Фейс, или не реагирует, а просто говорит в пустоту. Мои слова, они как эти, как звезды, то бишь. А песни как торты. Их приятно кушать. Я ведь политически настроенный чувак. Могу и про хуй спеть, если надо. Калашников как бургер. Мой Калашников как бургер. Чего не смеетесь-то? Не смешно? Не поняли, да? Это Россия. Тем временем в соседней каюте показывают пародию на зеленого слоника с Жириновским. Братишка, я тебе покушать принес. Сам сделал. Вон проститутка. Призрак Дудя жалуется грузоподъемнику, что он умер, и заканчивается все тем, что бэдкомедиан взрывает корабль. И на фоне всего увиденного концовка с Женей Баженовым выглядит как-то подозрительно здраво и самоиронично. Персонажи не прописаны, цель миссии не ясна. Удивительно, что вообще это все существует. Просто деньги на ветер. А ведь бюджет у этого предприятия явно не маленький. Корабль, экипаж, новые технологии. Для чего? Зачем? Надеюсь, что за этим не стоит фонд кино. Что они скажут в свое оправдание? Эксперимент явно неудачный? Слышали уже. Люди, которые создавали «Аврору», скорее всего, полностью отдавали себе отчет в своих действиях. Как минимум художники. Иначе зачем им было прятать здесь Морти, сычуаньский соус и кучу персонажей из нормальных мультов? Аниматоры явно знакомы с поп-культурой и в целом шарят. Эти пасхалки словно крики о помощи. Что ж, не волнуйтесь, я вас услышал. Знаете, в каком еще русском ютубовском мультсериале любят прятать пасхалочки? Знакомьтесь, это Боб. Талантливый и познавательный проект, который по стилю анимации очень подозрительно напоминает теперь не только скандальный Ять ТВ, но и еще и Аврору. И что самое странное, у всех трех проектов практически полностью отсутствует информация об их создателях. И если с пропитанным политическим промыванием мозгов Ять ТВ эта анонимность вполне объяснима, то Боб — отличная тема, и даже как-то жаль, что про его создателей почти ничего не известно. Но, может, этой информации нет как раз потому, что эти люди рисуют одновременно и прикольные научпоповские мульты, и гребаную пропаганду ненависти? Кстати, спустя месяц после закрытия проекта «Миссия Аврора» на ютубе снова ожил Ять ТВ. Совпадение? Не думаю. Все это, конечно, лишь слухи, непроверенные теории, но они вполне могли бы обрасти пруфами, если бы люди, которые в этой каше варятся, взамен на пруфы не требовали предоставления политического убежища. Извините, чуваки, у меня нет возможности предоставить вам политическое убежище. Дремлет притихший северный город, низкое небо над головой. Что тебе снится, крейсер Аврора? Час, когда утро встает над него.